Противостояние Тихира против Хиюки, одного из сильнейших, а может и сильнейшего мага из Коммунаби, продолжается. Сражение это подразумевается как битва насмерть, но вот главный герой все еще считает членов госорганизации своими союзниками. Это не только сейчас поставит Рокухира в затруднительное положение, но и в будущем, так как количество его врагов только увеличивается. И еще, неужели Соджо вернулся? Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую мангу Манху Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Глава начинается с раскрытия Тихира истинной причины, почему за ним так увязался его новый напарник. Ведь Хакури увидел в ГГ то, что никогда не замечал у других – самопожертвование. Ибо тогда, сражаясь с Соджо, он принял мощную и разрушающую атаку противника на себя для того, чтобы сберечь жизни гражданских, среди которых был и Хакури. Поэтому он и считает, что Тихира больше кого бы то ни было достоин владеть магическим мечом и истинным ударом тоже. Подобная речь убедила даже мага, установившего барьер пространственного поединка, в том, что их цель действительно достойный и хороший человек. Но вот это не касалось Кагари, потому что, по мнению госорганизации, такое мощное оружие не должно находиться у гражданского, ибо дело касалось безопасности всей страны. И поэтому Хиюки дает главному герою два выбора. Первый, он отдает свою магическую катану, и она отпускает его. И второй, она силой заберет у него катану и убьет Тихира. И Хиюки не помешает тот факт, что ГГ избавил их от угрозы под видом Соджо Геничи. Его участь будет не самой завидной. Рокухира и сам прекрасно понимал опасность магической катаны. Так еще для него Коммунаби все еще были союзниками, но он решил последовать мировоззрению своего отца и самому закончить начатое. После чего, активируя Нисики и технику золотой рыбки, он с огромной скоростью кинулся к противнику, которая тут же призвала огненные ребра, создав для себя непробиваемую защиту, обжигающую врагов, осмелившимся подойти слишком близко. Однако в ее защите была брешь, сквозь которую он и нанесет удар. Но тут Хиюки берет и голыми руками останавливает катану оппонента, поскольку она специально создала незащищенное место для того, чтобы заманить главного героя в ловушку и забрать магическое оружие. Вот только тот, кто был одурачен, была именно она, ибо Тихира намеренно сделал этот ход, атаковав Кагари своей второй короткой катаной. После чего мгновение ока из-за деактивации защиты он заходит ей за спину и наносит противнику прямой удар по голове тупой стороной клинка. Хиюки же не оценила такое милосердие и, призвав руку Рико, контратаковал его, разрывая поле битвы. Но в состоянии Нисики у Рокухира не было проблем со скоростью, дабы без особого труда увернуться от подобного. Кагари сейчас была просто вне себя от злости из-за того, что ее противник даже не пытался сражаться по-настоящему. Подобная наглость задела ее гордость. И со словами, что она убьет Тихира, Хиюки призывает хребет Рико, но тут барьер, созданный вторым магом, внезапно начал исчезать, поскольку Хакури потерял сознание. И воспользовавшись этой возможностью, Рокухира, сразу же взяв с собой одного из сазанами, скрылся с поля боя. Удивительно то, что Кагари после этого сражения еле стояла на ногах, видимо удар ГГ она все же ощутила. А значит, у Тихира есть все шансы победить Хиюки, поскольку он не сражался всерьез, да и сам его противник не показал своего сильнейшего приема. Однако я удивлен, что Рокухира без одной руки не уступал и даже поддавался одной из сильнейших магов Коммунаби. К тому же, как он смог провернуть подмену основной магической катаны и вакидзаси с одной-то рукой, причем еще не отменяя Нисики. Я удивлен. Что точно, так это то, что от Тихира теперь не отстанет госорганизация, поскольку в этом бою Хиюки узнала, что нынешняя цель ГГ является катана истинный удар. И как ни удивительно, для Коммунаби аукцион Ракудзачи также является целью, так что события там будут разворачиваться очень интригующие. А так как аукцион вскоре начнется, нам показали главного аукциониста Ракудзачи Сазанами Кьора, который стоял в центре аукционного зала и восхищался катаной истинного
истинного удара, говоря, что это лучшее творение Ракухира Кунисиги. Коснуться он к нему не мог из-за пожизненного контракта катаны с владельцем, который сейчас скорее всего находится под контролем Камунаби. Сам же Кьора, по-видимому, очень сильный маг и без проблем может использовать силу своего клана. Это то, чем пытался воспользоваться Хакури, но не смог. Вот только к чему эта маска на глазу и почему у него одна рука в перчатке, а другая без. Еще из интересного, так это тот самый великий мастер катаны истинного удара. Нам его показали из, возможно, тюрьмы для владельцев магического оружия. И он вам никого не напоминает? Если приглядеться, то у него видны те же отметины под глазами, что и у Соджа. Так что это может быть либо сам Геничи, либо же это его брат-близнец. Не зря же нам показали затравочку на предысторию Соджа. Что же, тогда будем ожидать следующую главу. И также не забывайте, чтобы читать свою любимую мангу и не только, вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.